Всем привет, вы на канале Ноутбук Minds By, и сегодня у нас на обзоре игровой ноутбук Asus TUF Gaming FX 505DT HN450T. А в этом обзоре расскажем о главных достоинствах и недостатках ноутбука, а также протестируем в бенчмарках и современных играх. Обозреваем одну из самых топовых моделей ноутбука с IPS-матрицей 1920 на 1080 на 144 Гц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 на 4 ГБ, процессором AMD Ryzen 5 3550H, накопителем SSD формата M2 на 512 ГБ на операционной системе Windows 10. Корпус ноутбука изготовлен из черного пластика с присущим игровым ноутбукам рубленными поверхностями и скосами. Верхняя крышка черно-серая, матовая, под металл, с зеркальным логотипом Asus. Поверхности ноутбука довольно маркие, но те же отпечатки пальцев хорошо стираются. Нижняя часть из пластика с перфорацией и 4 прорезиненными ножками синего цвета. В ноутбуке установлена полноразмерная клавиатура с дополнительным цифровым блоком. Кнопка включения вынесена за пределы клавиатуры и находится справа. Мембранная клавиатура нам очень понравилась. Высокий ход и хорошая отдача делают удобным как игру, так и набор текста. Также клавиатура с технологией Overstock, которая обеспечивает ускоренное срабатывание клавиш в играх. Присутствует выделенная комбинация WASD, гравировка на клавишах белого цвета. В клавиатуре RGB подсветка, которую можно управлять через утилиту Aura. Довольно стандартный тачпад ноутбука, ничем не примечателен. Не прогибается и имеет достаточную чувствительность. По габаритным размерам ноутбук довольно стандартный для современных игровых моделей. Толщина 2,68 см и вес 2 кг 200 г. Блок питания с выходным напряжением 20 вольт при силе тока 7,5 А с Г-образным штекером, что не всегда удобно. В ноутбуке установлена хорошая IPS-матрица диагональю 15,6 с разрешением 1920 на 1080 и частотой 144 Гц. Матрица матовая, поэтому на солнце и под лучами света сильно не бликует. Утечек подсветки из-за светов на экране нами не обнаружено. Цветовой охват довольно слабый, покрывает 62,5 пространства с RGB. Углы обзора матрицы ноутбука широкие. При отклонениях дисплея как по горизонтали, так и по вертикали изображение не теряет цвете и контрастности, но для профессиональной работы с графикой матрица не подойдет. На левом борту ноутбука Asus TUF Gaming FX 505DT находится один разъем USB версии 2.0, два разъема USB 3.2, один разъем HDMI второй версии, комбинированный аудиовыход для микрофона и наушников, сетевой разъем RJ45 для подключения интернет-кабеля, разъем для подключения блока питания. С правой стороны ноутбука расположен только слот замка Kensington Lock. В задней части ноутбука находятся две вентиляционные решетки, окрашенные в красный цвет. За звук ноутбуки отвечают два стереодинамика по 2 Вт. Звук типичный для недорогих игровых ноутбуков без низких частот и нормального объема. В наушниках за счет систем DTS звук хороший. Бюджетный встроенный микрофон и веб-камера на 1 мегапиксель подойдут только для семейных видеозвонков. За беспроводную передачу данных ноутбуки отвечают Wi-Fi и Bluetooth модулей 5 версии. Ноутбук довольно легко разбирается, следует отвинтить один из винтов, аккуратно поддеваете корпус вперед и у вас появляется доступ к системе охлаждения. Можно заменить модули оперативной памяти и накопители. Нюансом является то, что 4 винта со стороны шарнир матрицы длинные, 4 винта с другой стороны короткие. В среднем ряду короткий винт расположен по центру, не перепутайте. В нашей конфигурации ноутбука установлен процессор AMD Ryzen 5 3550H на 4 ядра и 8 потоков. Штатная частота процессора 2,1 ГГц, режим турбобуста 3,7. В ноутбуке установлено 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 одной планкой от Micron. На материнской плате 2 слота, поэтому для того, чтобы увеличить оперативку, придется просто докупить вторую планку. Максимальный объем оперативной памяти 32 ГБ. В качестве хранилища данных в ноутбуке используется быстрый SSD накопитель M2 Micron объемом 512 ГБ. Есть разъем под обычный SSD или HDD накопитель. В ноутбуке две видеокарты встроена в процессор AMD Radeon Vega 8 и внешняя NVIDIA GeForce GTX 1650 на 4 ГБ. Протестируем производительность ноутбука и начнем с AIDA 64. В тесте производительности центрального процессора CPU Queen набираем 23 633 балла. В тесте производительности процессора CPU-Z получаем в водопоточном режиме 404 балла, а в многопоточном режиме 2171. В бенчмарке теста CPU Mark получили 8089 баллов. Geekbench 5 получили следующие результаты: в однопоточном режиме 904, а в многопоточном 2897. В Cinebench 15 версии процессор набрал 708 баллов, а видеокарта отработала с FPS 81.
Протестировали ноутбук Ivan King Heaven Benchmark 4 версии на ультра экстремальных настройках. Набрали 2071 балл при среднем FPS 82, максимальный FPS 173, минимальный 8.8. Проверили, как ноутбук рендерит 3D сцены в Blender Benchmark 3.3. Получаем результат. Blender Score 404 на внешней видеокарте и 602 балла на встроенной графике. То есть графика и видео на ноутбуке получится поработать, но повторимся, желательно подключить внешний монитор. Тест SSD накопителя в программе Crystal Disk Mark показал стандартные результаты как чтения, так и записи для M2 накопителя. Никаких просадок скорости нет, так же как и выдающихся скоростных показателей. Производительность в играх. Для начала запускаем бичмаркеры World of Tanks на ультрамаксимальных настройках трассировки. Получаем отличные результаты, 13728 баллов. Red Tank Online сможете на самых высоких настройках графики. Бичмаркеры Final Fantasy 15. Получаем довольно высокую производительность и 4654 балла. Бичмарки гоночного симулятора Forza Horizon на средних настройках получаем стабильные 48 FPS. Таким образом делаем вывод, что поиграть в Forza Horizon 5 мы сможем на низких и средних настройках графики, но сам тест рекомендует играть на средних. Провели тест бичмаркеры Cyberpunk 2077 на средних настройках графики, получили средний FPS 37, минимальный 17, максимальный 64, число кадров 2414. Играть Cyberpunk нам удалось на самых минимальных настройках. До сих пор очень популярный GTA 5, ноутбук предсказуемо ведет себя очень хорошо, на высоких настройках игры ниже 50 FPS не опускалось, то есть GTA 5 на ноутбуке можно играть на средних настройках графики. Второй God of War, та же ситуация, в режиме игры на низких настройках имеем 20 FPS+, играть неудобно, но возможно. В ноутбуке установлен несъемный литий-ионный аккумулятор на 3 ячейки емкостью 4050 мАч, запасом энергии 48 Вт-часов. В режиме работы с документом ноутбук продержится без зарядного устройства порядка 4 часов. Подведем итоги. Asus TUF Gaming FX 505 DT в нашей модификации довольно хороший игровой ноутбук. Тесты производительности процессора и видеокарты показали сравнительно высокие данные. Любые повседневные задачи по учебе и работе будут выполнять на 100%. В большинстве современных игр вы сможете поиграть на средних и низких настройках графики. Ноутбук очень хорошо рендерит видео, поэтому использовать для работы с графикой его можно, но необходимо включить внешний монитор, так как цветопередача матрицы довольно слабая. Из минусов выделим всего один накопитель на 512 ГБ, сравнительно слабый процессор, который не дает реализоваться в полной мере 144 Гц матрице. По соотношению цена-качество мы поставили данному ноутбуку 7 баллов из 10. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте лайки, мы постараемся чаще выпускать видео, обзоры ноутбуков различных типов.